Привет! Видео без лишних слов и вырванный с мясом ноготь. Коррекцию нужно делать вовремя, говорила я и в очередной раз затянула с коррекцией для себя. Вот и результат. Подорвала я 2 ногтя. Один из них ушел с мясом. Второй пока еще держится, но также подрывает натуральный ноготь. По ощущениям, это малоприятно. В начале первую помощь окажу самому потерпевшему пальчику. Беру перекись водорода в спрее и тщательно орошаю пораженный участок. Средство начинает пениться, а все потому, что высвобождается активный кислород, и при этом происходит механическое очищение поврежденного участка. Аккуратно промакиваю излишки крови, чтобы подробнее посмотреть, что же у меня с ногтем. Здесь отчетливо видно, что ноготь сорван глубоко и зияет сорванный кровоточащей гипонихией. В месте надрыва ногтя видно припухший палец, появился небольшой отек. После обработки перекисью нужно остановить кровь. Для этого я использую капрамин, пару капель капаю на ватный диск. Аккуратно прижимаю ватный диск к ране. В принципе, чтобы остановить подобное кровотечение, достаточно буквально 20-30 секунд. Но я для того, чтобы не подвергать ноготок излишней травматизации, оставлю ватный диск на некоторое время. Закреплю все это дело эластичной самофиксирующейся повязкой. Вначале обмотаю все вокруг. На себе это делать, правда, немного неудобно. Затем отрезаю бинт от рулона. На кончике делаю надрез пополам. И отрезаю верхнюю часть. Загибаю верхушку и фиксирую все хвостиком. Вот с такой симпатюлей я буду ходить, по крайней мере, полный сегодняшний день. С такой броней пальчик не будет подвержен сильному физическому воздействию и, естественно, мне не будет так больно. Сейчас приступлю к спасению второго ногтя. Беру керамическую насадку с черной насечкой. Аппарат включаю в режиме форвард на максимальное количество оборотов. Если поставить оборотов меньше, насадка будет притормаживать и бить по ногтю. Ноготь надорвался и прыгает. Я думаю, многие из вас частенько сталкиваются с подобной проблемой, а избавиться от нее легко. Необходимо лишь убрать лишний материал по контуру отслойки. Вот и сейчас я глянула, до какого момента прыгает ноготь, и с помощью насадки под отслойкой убираю лишний материал, доходя до натурального ногтя. Так довольно быстро я избавляюсь от ненужной мне длины и также легко и быстро отщелкиваю ненужную отслойку. Спустя 2 дня. Спустя 2 дня я сняла повязку. Ноготь уже немножко отрос. Здесь видно остатки запекшейся крови и гематома от надорванного гипонихия. Если долгое время носить длинные ногти, то за ростом ногтя тянется и гипонихий. На соседнем ногте повреждения меньше, но они также заметны. Также есть надрывы натуральной ногтевой пластины. Эти расслойки сейчас я и уберу. Срезаю все надорванные торчащие кусочки. Беру бафик с абразивностью 240 на 180 грит. Если на бафике подписана не каждая сторона, для того, чтобы понять, где какой абразив, необходимо потрогать пальчиком. Какая сторона шершавей, там абразив жестче, цифра меньше. Так как надорванные ногти и так мягкие, я буду использовать мягкую сторону бафика с абразивностью 240 грит. Зашлифовываем ногтевую пластину. На ногтях остались расслойки, их также обязательно необходимо убрать. Мягкой стороной бафика это сделать не получается, поэтому для этих моментов переворачиваем бафик на более жесткую сторону. И абразивностью уже 180 грит зашлифовываем расслойки. А сейчас я наглядно покажу, что такое гипонихий и как он может отличаться на ноготках. На указательном пальце вроде как присутствует небольшая длина ногтя, но сделать ноготь короче я не могу, так как под ногтем присутствует кожа. Вот именно эта кожа называется гипонихией. Она отрастает, если длительное время носить длинные ногти, так как тянется за ростом ногтя. Это не болезнь, это такая защитная особенность нашего организма. А вот и соседний пальчик, где гипонихий обычный. И это с учетом того, что ногти были всегда одинаковой длины. Дело в том, что физическому воздействию этот палец подвергался намного меньше, нежели указательный. Указательный оказался довольно колупательным. Вот гипонихий и старался мне его защитить.
Теперь по стандарту зашлифовываем торец ногтя. Так как натуральные ногти тонкие, склонны к расслоению, опиливать торец необходимо в одну сторону. Работа с кутикулой. Кутикула здесь тонкая, резиновая и стелящаяся. Справиться с ней мне отлично помогает хорошо заточенная апельсиновая палочка. Короткими аккуратными движениями отклеиваю кутикулу и подвигаю. Хорошо проверяю кутикулу, чтобы нигде не было склеек с ногтевой пластиной. Если твоя апельсиновая палочка закошлатилась уже после работы с первым или со вторым пальчиком, не торопись брать новую. Возьми бафик и просто зашлифуй край апельсиновой палочки. Она снова станет острой, ровной и идеально справится с поставленной задачей. Алмазная фреза пламя, синяя насечка, форвард и 8000 оборотов. Зашлифовываем внутреннюю часть кутикулы, обрабатываем ногтевую пластину, счищая птериги и раскрываем саму кутикулу. Разворачиваю и приподнимаю. Переключаю на режим реверс и обрабатываю вторую половину ногтя. Мягкой щеточкой рыбка убираю пыль. Ссылку на материалы я скину в описании под видео. Затем беру профессиональное средство Nail Prep, которое подготавливает ногтевую пластину к покрытию. Оно глубоко обезжиривает, имеет свойства дегидратации и антисептический эффект. Им обрабатываю все ноготки. Беру праймер и покрываю ногти. Праймер сохнет на воздухе. На ногтевой пластине видны розовые пятна. Это надрывы. Также, если приглядеться, на кончике есть маленькие черные полоски. Это гематомки, также полученные от удара. После такого конфуза ногти супер тонкие и супер мягкие. В таком случае мне идеально подойдет база, которую я уже показывала. Это Strong Air база фирмы Fox. Она идеально подходит именно для таких случаев, для мягких, тонких, поврежденных ногтей. Ее кисточкой я втираю, прямо вбиваю в ноготь, чтобы этот материал забил всю зашлифованную поверхность ногтя. Наращивать сегодня буду с помощью акригеля фирмы Kira Nails, цвет Glitter Pink. Также в сегодняшнем наращивании мне помогут верхние арочные формы из Алиэкспресса. Ссылку также ты найдешь в описании под видео. Эти формы мне супер понравились. Наращивать с их помощью очень легко, а ногти получаются идеально ровными, обалденно быстро. Вначале, естественно, подбираем нужную по размеру форму. Затем выкладываем объемную колбаску материала во внутреннюю часть формы. Беру спецжидкость для полигеля Liquid. Использую фирму Fox. Эта жидкость предотвращает прилипание кисти к материалу, выравнивает и распределяет материал и ухаживает за кистями. Небольшое количество ликвида наливаю в стаканчик, макаю кисть и излишки жидкости промакиваю о салфетку. А затем растягиваю и распределяю материал по всей форме. Сразу растягиваю до нужной мне длины. Основной объем материала должен быть в зоне апекса, то есть в наивысшей точке. Около боковых валиков и кутикулы материал должен плавно сходить на нет, что я и делаю. Прикладываю к ноготку, слегка поджимаю и поправляю форму.
Наращивание с помощью верхних форм – это идеальное решение в таких ситуациях, как у меня, когда ноготь надорван, ведь подставляя нижнюю форму, мне было бы больно задевать гипонихий. В это время поправляю материал под ноготком и сглаживаю ступеньку перехода. Вот так легко и быстро можно сделать идеальное наращивание. Затем я беру обратный пинцет. Этот пинцет поможет зажать ноготок, чтобы он не был широким и плоским. Подсушив материал буквально 15 секунд в LED-лампе, я зажимаю ноготь. В таком положении удерживаю также около 10 секунд. Затем отправляю досушиваться в LED-лампу на 15-20 секунд. Снимаю верхнюю форму. Вначале поджимаю на кончике и покачивающими движениями снимаю пластик. Беру твердосплавную насадку с красной насечкой и избавляюсь от бортика перехода геля к натуральной ногтевой пластине. Здесь переход должен быть идеально гладким. Будет широкая толстая ступенька, будет отслойка. Далее с помощью пилочки придаю форму свободному краю. То же самое делаю на соседнем ноготке. Завершив все опилы, можно обрезать и кутикулу. Для этого я использую ножнички фирмы Stalex Pro Smart. Здесь классные силиконовые ручки, которые выдерживают обработку в сухожаре, но самое классное – это кончик ножниц. Здесь он загнут. Именно такой заворот помогает идеально срезать кутикулу, не извращаясь и не вертя рукой. Ножнички сами работают за тебя. Ну а теперь можно перейти и к дизайну. Я беру гель-лак с эффектом кошачьего глаза 5D и покрываю всю ногтевую пластину. Честно говоря, работать левой рукой крайне тяжело, но работать левой рукой, еще и глядя в камеру, в 100 раз тяжелее. Поэтому простите, если где-то что-то не видно. Покрыв ноготь, с помощью магнита добавляю эффекта. Провожу слева и справа, таким образом блик получается по центру. После просушки добавляю гель-лак со светоотражающим эффектом. А затем я добралась и до страз. Я боюсь даже представить, сколько будет негативных комментариев по поводу дизайна, мол, фу, как все блестит, зачем столько страз, чем проще баба, тем сложнее маникюр и так далее. Но мне так нравится. Креплю я стразы на однофазный гель. Использовать нужно именно однофазный, ведь после полимеризации и снятия липкого слоя у трехфазного геля пропадает глянец, и все ваши стразы помутнеют и будут выглядеть не так эффектно, как это может быть. Средним слоем покрываю ногтевую пластину. На непросушенный гель выкладываю стразы. Стразы выкладываю в хаотичном порядке так, как мне нравится. Отправляю сушиться ногти в лампу. Теперь стразы необходимо закрепить. Для этого я использую тонкую кисть-волосок и все тот же однофазный гель. Сверху гелем я покрываю лишь жемчужины, ведь под гелем они не потеряют свой блеск. Стразы сверху не покрываю, их лишь обвожу по контуру. Если стразы залить гелем, они потеряют свой блеск, грани затеряются и в стразах не будет никакого эффекта. Ну а теперь скажите мне, что это некрасиво. Как по мне, это чертовски привлекательно. А видели бы вы, как эти ногти сверкают под лучами солнца. Это просто невероятно. Класс, класс, класс. Спасибо за просмотр, надеюсь, видео было полезным, понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Дальше больше. Пока-пока.